Последние недели демонстрируют очевидное обострение в отношениях между Азербайджаном и Россией, которое становится одним из важнейших внешнеполитических вызовов для обеих стран. Одним из первых знаковых событий, сигнализирующих об изменении ситуации, стало неожиданное увольнение Михаила Гусмана, многолетнего первого заместителя генерального директора ТАСС, одного из крупнейших российских новостных агентств. За почти 30 лет работы в агентстве Гусман выстроил репутацию опытного и влиятельного медиа-менеджера, что делало его фигуру, казалось бы, непотопляемой. Однако именно после его участия в международном медиафоруме в Азербайджане, где он встречался с президентом Ильхамом Алиевым, Гусман был отстранен от должности. Этот факт вызвал множество спекуляций и вопросов среди экспертов и политологов. На фоне усиливающегося охлаждения и растущей напряженности в двусторонних отношениях между Москвой и Баку, подобный визит и последующее увольнение воспринимаются как важный сигнал о смене расстановки сил и пересмотре политических приоритетов. По сведениям из инсайдерских источников, в закрытых кругах Кремля ходят слухи о том, что Гусман мог выступать своего рода посредником, передававшим послание или важную информацию президенту Алиеву от высшего руководства России. В поддержку этой версии приводится, в частности, факт неожиданного соболезнования, которое Алиев выразил в связи с трагическим крушением Ан-24 в Амурской области. Жеста, нетипичного для руководителей иностранных государств, которые обычно не комментируют подобные инциденты, если они не касаются напрямую их стран. Это породило предположение о существовании неофициальных договоренностей между российской и азербайджанской сторонами. Несмотря на эти слухи и спекуляции, Гусман не смог сохранить свое положение и был уволен. По информации из источников в политических кругах России, следующим в списке тех, кто может оказаться под прицелом, является политолог Сергей Марков. Марков также был участником Азербайджанского форума и выразил поддержку в адрес Алиева, что, по мнению ряда аналитиков, вызвало раздражение в Москве. Хотя сам Марков надеется избежать негативных последствий, эксперты выражают сомнения в том, что даже покровители смогут защитить его в сложившейся политической конъюнктуре. Считается, что российские власти начали системную зачистку тех публичных фигур, которых считают чрезмерно восторженными или лояльными по отношению к Азербайджану. И эта политика может затронуть целый ряд известных аналитиков и политиков. Под давлением критики Сергей Марков выступил с рядом эмоциональных заявлений. Он заявил, что атаки на его персону являются политически мотивированными и основаны на искажении его слов. Марков подчеркнул, что его критикуют из-за зависти к его влиянию и широте медийного охвата, и что многие из его оппонентов просто не хотят признавать сложившуюся реальность. Он также отметил, что, по оценкам Кремля, отношения между Россией и Азербайджаном находятся в непростом, но временном кризисе, который следует преодолеть совместными усилиями. В своих высказываниях Марков подчеркнул, что Азербайджан не является неприкасаемой парией, и что сотрудничество между странами по большинству направлений фактически продолжается. Тем не менее, именно высказывания Маркова на азербайджанском медиафоруме вызвали широкое общественное обсуждение и резкую реакцию со стороны экспертов и представителей российской политической элиты. Он охарактеризовал президента Алиева как блестящего интеллектуала и одного из самых опытных мировых лидеров современности, отметив успехи Азербайджана в возвращении контроля над Карабахом. Эти оценки вызвали негативную реакцию в российских экспертных кругах, где они были восприняты как неприемлемая лояльность в адрес страны, находящейся в напряженных отношениях с Россией. Параллельно аналогичные высказывания Михаила Гусмана, который охарактеризовал внешнюю политику Алиева как совершенно уникальную и успешную, также вызвали обеспокоенность в части российского политического истеблишмента. Многие эксперты увидели в этом симптом изменения ориентиров внутри российской элиты и отхода от традиционной линии. В это же время Азербайджан открыто усиливает давление на Москву, резко повышая ставки в двусторонних отношениях. Президент Алиев публично заявил о намерении подать международный иск против России в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines, произошедшим недавно. В Баку требуют от России полного признания ответственности, компенсаций семьям погибших,
возмещение ущерба авиакомпании «Азал», а также наказание виновных. Эта позиция резко контрастирует с официальной позицией Москвы, которая отказывается признавать свою причастность к инциденту. В числе главных обвиняемых в Баку оказался глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Президент Азербайджана давно настаивает на его наказании, что в Москве восприняли как прямой вызов. Обострение отношений достигло нового уровня, когда Кадыров через посредников запросил разрешение на визит в Баку без согласования с Кремлем и получил категорический отказ. Президент Алиев дал ясно понять, что никакого компромисса с Кадыровым не будет. В российском руководстве такую позицию восприняли как попытку подорвать позиции Кадырова и его влияние в Северном Кавказе. Сам глава Чечни в ответ обвинил Алиева в сотрудничестве с Турцией и попытках ослабить его позиции в регионе. Важно отметить, что информация о перепалке Кадырова и Алиева является инсайдерской, а не официальной, и получена нами по собственным информационным каналам. Параллельно в азербайджанском медиапространстве развернута масштабная информационная кампания, в ходе которой публикуются имена российских военных, якобы причастных к крушению самолета «Азал». Утверждается, что приказ о действиях исходил от командира 51-й дивизии противовоздушной обороны. Однако на сегодняшний день публичных доказательств этих обвинений не представлено. Одновременно в регионе активно продвигается идея необходимости защиты Азербайджана от российской угрозы. В различных изданиях и аналитических публикациях звучат призывы к размещению баз НАТО и турецких войск, а также к международному вмешательству в случае угрозы российской оккупации. Этот нарратив усиливается в связи с изменениями геополитической конъюнктуры и расширением влияния западных и региональных игроков. Некоторые СМИ утверждают, что эпоха одностороннего диктата Москвы на Южном Кавказе подходит к концу, и что Азербайджан теперь активно рассчитывает на международную поддержку, в том числе на сотрудничество с Западом и Турцией. Эти изменения могут привести к серьезному перераспределению влияния в регионе. В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев охарактеризовал ситуацию как «временный кризис», вызванный крушением самолета, которое, по его словам, уже не является секретом. Он отметил, что инцидент произошел в воздушном пространстве Российской Федерации и выразил ожидания от Москвы ответственности и справедливости. Эти слова стали официальным подтверждением того, что Азербайджан намерен использовать международно-правовые инструменты для давления на Россию. С другой стороны, Москва отказывается признавать свою вину и демонстрирует нежелание идти на диалог по данному вопросу, что лишь усугубляет существующий кризис. В результате растущего напряжения Южный Кавказ вновь становится ареной серьезных геополитических маневров и столкновений. Помимо традиционных игроков, в процесс вовлечены Турция, США, Великобритания, а также другие международные участники, стремящиеся расширить свое влияние в стратегически важном регионе. Чем дольше продолжается кризис между Россией и Азербайджаном, тем выше вероятность того, что дипломатические усилия уступят место силовым решениям, что может привести к новым конфликтам и серьезным изменениям в балансе сил на Южном Кавказе. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.